А вы тоже заметили, что совершенно все вокруг сейчас играют в Red Dead Redemption 2? Куда пальцем не ткни, все вокруг говорят, какая она крутая. Там лошади, дуэли, красиво. Настоящий Дикий Запад. Да что вы, сопляки, знаете про настоящий Дикий Запад? Да ни хрена вы не знаете. Мы строим образ из сериалов, фильмов и компьютерных игр. Ковбои для нас — это американские мужики в банданах на лошади, которые средь бела дня грабят банки, потом напиваются в салоне, а потом выходят на улицу и стреляют друг друга, ведь на Диком Западе у каждого была пушка. Банки, кстати, это исключительное место, которое грабят. Великолепная семерка, Назад в будущее 3, Быстрый и мертвый. За что мы их любим? Ну, вот за то, что я перечислил до этого. Но есть ли у них хоть какая-то историческая точность? Этому я и посвящаю специальный выпуск «Мифов, в которые мы верим». И если уж я не смогу вас удивить, то точно заставлю улыбнуться от некоторых историй. В вымысле на большом экране нет ничего плохого. Вы же не будете предъявлять супергерою за то, что он может летать без летательного аппарата. Другое дело снимать фильмы таким образом, что человек реально думает, что в то время происходило все именно так. Для начала нужно понять, что Дикий Запад — это не просто слова, а реальный временной отрезок. После окончания гражданской войны в 1865 году и до конца века. Вот примерно это время и называли Дикий Запад. А почему дикий? Об этом я расскажу позже, но я просто уверен, что вы думаете так, потому что там всегда стреляли. Ковбои стреляли по ковбоям, шерифы по ковбоям, ковбои по бандитам, и хрен разберешь, кто из них кто, так как все эти ребята выглядят как ковбои. Жизнь. И вот это большая ошибка. Все, кого я перечислил, на самом деле ганфайтеры. Это люди, которые так или иначе зарабатывали деньги оружием. Ковбой тоже мог им быть, конечно, но он всего лишь пастух. Просто чувак, который перегонял скот. От этого его так и называют. Каубой. Ха, я в детстве пастухом подрабатывал. Можно ли сказать, что я ковбой? Они часто носили не те головные уборы, к которым мы так привыкли в кино. Не носили джинсы. Многие ковбои не имели своих лошадей, а брали в аренду. У многих не было пистолета, так как кольт стоил как зарплата, а то в разы больше. И вероятность упасть с лошади и умереть была чуть ли не выше, чем попасть в перестрелку и так далее. А почему он стал иконой Дикого Запада, я сейчас расскажу. Фильмы про ковбоев, так называемые вестерны, популяризировали идею, что на Диком Западе были только белые и сильные мужчины, которые размахивали своим стволом во все стороны. Нет, правда, это только в последнее время можно увидеть фильмы про Дикий Запад, где будут не только белые. И вы прекрасно понимаете почему. Только вот в реальной жизни американскую речь даже не всегда удавалось услышать. В то время на Западе смешались чуть ли не все. Четверть ковбоев были чернокожими. Далеко ходить не надо. Один из самых знаменитых ковбоев был Билл Пикет. Он придумал буллдогинг. Это одна из фишек, которые используют в родео. Ну, он был чернокожим ковбоем. Из известных еще был Нед Лав. Дико-западный квартал прям. Также среди ковбоев и вообще тех, кто был на Диком Западе и кого можно было принять за ковбоев, были мексиканцы и индейцы. Китайских старателей тоже вряд ли кто-то ожидает увидеть на Диком Западе. Вообще, Дикий Запад был романтизирован еще во время своего существования. Человек по имени Баффало Билл создал шоу, которое гастролировало по стране. Шоу называлось «Дикий Запад». Как неожиданно. И наверняка первые стереотипы пошли оттуда, с каждым годом все увеличиваясь. В середине 20 века была большая рекламная кампания сигарет Marlboro, где фигурировал стереотипный ковбой. Вестерны, кантри-музыка и немалый вклад внесли историки, которые писали, мол, сегодняшняя Америка такая же жестокая, как и Дикий Запад. Ну, в общем, вы поняли, было много всего. Но это все не больше, чем ложное представление. Вряд ли вы видели в популярных вестернах хоть слово о верблюдах. Да, на Диком Западе катались на верблюдах. В середине 19 века военные США их закупили, так как они хорошо переживали жару. Это даже называли американский верблюжий корпус. Но когда началась гражданская война, этот эксперимент прекратился и верблюдов распродали, а какие-то убежали и жили себе на Диком Западе. Такая практика была не только в Америке, кстати. Пошли, ну чего ты упираешься, мы уже от всех отстали. Ну пошли, пожалуйста, пошли. Но это мы только разминаемся, всем же больше интересны перестрелки. Это ведь так по дико-западному.
Ни один фильм о ковбоях не обходится без классической сцены с дуэлью. Такая красивая история. Два отвязанных парня назначают встречу в полдень на главной улице. Звучит сигнал, и они выхватывают пистолет и стреляют прямо в лоб на глазах у зевак. Эпично. Погодите-ка. А такие дуэли вообще были? Господа, улица в вашем распоряжении. Были. Рано радуетесь. Не такие, которые вы видите в вестернах. Люди выбирали оружие, стреляли по очереди и так далее. В общем, такие дуэли, которые, совсем скучные. И вряд ли они вообще считаются за ковбойские, так как происходили и в Европе, и в России тоже. Например, дуэль в 59 году вообще была за городом, потому что когда они пришли такие на площадь, пришел шериф и сказал: Вы чё, охерели, черти? Ну-ка пошли вон отсюда! Не в мою смену. Они и ушли, пошли стреляться в другое место. И таких классических дуэлей было достаточно. Вот еще момент, который часто записывают как дуэль Дикого Запада. Ковбой Хью Андерсон поссорился в салуне, выпнул на улицу своего оппонента, достал пистолет и начал стрелять, пока тот не умер, а потом сразу убежал, так как боялся, что посадят. Это первая его дуэль. Вторая произошла, потому что ему хотели отомстить, и там уже была прям дуэль, прям. Почти. Они встали спиной друг к другу, прозвучал сигнал, и они быстро повернулись и начали стрелять, пока патроны не закончились. А потом, когда поняли, что никто не ранен смертельно, начали херачиться на ножах. Какой-то бред, это вообще не похоже. Но, в общем-то, да, из нескольких десятков дуэлей большинство было именно такими, а не такими, как нам показывали. Кто-то стрелял, как только видел противника, кто-то вообще из ружья стрелял, а кто-то подбегал в упор и стрелял в голову, а кто-то после назначенного поединка приходил домой к оппоненту и тихонечко его убивали, чтобы не стреляться. Но единственное, что нас интересует, мать вашу! А вот такие вот перестрелки были, я ради них в игры играл. Была. Одна. Однажды, еще тогда неизвестный дикий Билл Хикок посрался со своим старым знакомым Дэвисом Туттом. Они договорились выйти на улицу и все выяснить. Увидели друг друга на расстоянии 70 метров и были готовы стрелять. Такого дерьма на улице никто не ожидал, и все люди попрыгали в здание, чтобы в них пуля не прилетела. Один достал пистолет, прицелился и выстрелил. Второй также среагировал. В итоге стреляли почти одновременно, но умер только Дэвис. И что же вы думаете произошло дальше? Дикого Билла арестовали. И он выносил залог. Собственно, вот и вся история. Как вы думаете, эта история достойна отдельной песни? Дерьмо! Эту историю написали в газетах и начали слагать легенды, что он убивал сотнями. Нет, он, конечно, участвовал еще в нескольких перестрелках, но на его счету максимум 8 убийств. И мне кажется, только на Диком Западе можно было убивать на улице своих друзей, а потом стать шерифом. Да уж, отличный вариант для нашей защиты. По крайней мере, он еще не умер. Тот факт, что это написали в газете, и стал, по сути, отправной точкой для западных режиссеров. Серьезно, один сраный случай просто взорвал весь мир. Люди боялись сесть в тюрьму, а поэтому тот, кто первый выстрелил, тот и виноват. Может, поэтому дуэли не было. Дикий Билл вообще законодатель трендов. Он был застрелен в затылок в то время, когда играл в покер. Этот момент хорошо показан в сериале «Дэдвуд». Во время смерти в его руке была вот такая вот комбинация карт, а пятая точно неизвестна. Так вот, сейчас эта комбинация после того случая называется «Рука мертвеца». Ушел красиво, ничего не скажешь. Еще бы банк ограбил, был бы вообще легендой. Банки Дикого Запада — это отдельная песня. Такое ощущение, что они там из картона были. Фильмы действительно показывают нам их незащищенность, и что ограбить их ничего не стоит, нужно только оружие при себе иметь. Но историк Ларри Швейкарт из университета Дейтона, как и другие историки, которым была интересна реальная жизнь на Диком Западе, подвергают это сомнению. Ну, как подвергают? Говорят, что это все чушь собачья.
Изучив все доступные источники, они смогли сделать вывод, что это попросту все преувеличено. На самом же деле, в период с 1859 по 1900 года было около 8 ограблений банков во всех штатах. За 40 лет. Потому что банки строили так, что справа и слева были какие-то магазины. Осталось войти спереди, а когда выходишь, тебя ждет шериф. «Стоять!» — сказал. Да и что бы эти преступники делали с большим железным сейфом? Скидывали бы на него камни с горы, чтобы он развалился? Ну, динамитом в принципе можно. Динамит использовали многие бандиты для ограблений поездов, например. Да, кстати. Ограбление поездов. Это классическая история Дикого Запада. Да как бы первый фильм про Дикий Запад был про ограбление поезда. Они и правда были. Много. По всей Америке произошел 241 случай и, согласно исследованию, в 28% применялся динамит. Буч Кэссиди, один из самых известных грабителей, как-то переборщил со взрывчаткой и весь вагон нахрен взорвал. Поверьте, хоть это в общем-то и реально происходило, мифическая часть тут тоже есть. Никто с лошадей и верблюдов, разумеется, на поезда не перепрыгивал. Они просто залезали на него, прятались, выходили в нужный момент, останавливали поезд, угрожая, что сейчас по башке стукнут. Но я просто не могу не рассказать вам о парочке самых эпичных. 1900 год. 5 преступников хотели грабануть поезд, когда тот остановился. Даже подстрелили человека, который сопровождал деньги. Он начал истекать кровью, спрятался, из последних сил бросил ключи от сейфа в дальний угол и потерял сознание. Он перед этим, кстати, успел 2 подстрелить. Те, кто остались, пошли, значит, за награбленным. А сейф-то закрыт. Они обыскали мужика, у которого были ключи, и не нашли. Почесали репу, расстроились и просто ушли. Это реально звучит как комедия, не хватает только вот этих вот звуков. Ну а если серьезно, то бандитам нечего было делать с сейфами, разве что взрывать их динамитом. Но нужно ли мне говорить, что вероятность провала очень велика? А не слишком короткий фитиль? Нормально, я так уже делал. Да уж, основано на реальных событиях. Элмер Маккарди не рассчитал дозировку и взорвал нахрен сейф, и грабители ушли ни с чем. Нет, я не могу просто про него не рассказать, это человек-легенда. Когда вы подумаете, что вы неудачник, то просто вспомните Элмера Маккарди. Также он пытался ограбить банк, но опять не рассчитал, и взрыв даже не повредил сейф. Потом этот идиот со своей бандой вообще перепутал поезд, который надо грабить, и ограбил обычный, взяв $40. Через 3 дня его застрелили копы. Это все происходило в 1911 году, но похоронен этот неудачник был только в 1977 году. Да что ты, черт побери, такое несешь? Просто он был забальзамирован и выставлен гробовщиком на всеобщее обозрение. Был аттракционом. Чуть позже реально стал аттракционом на карнавале. Потом его выставляли в кинотеатре перед показом фильма, и со временем все забыли, что это раньше был живой человек. Так он и был продан в Голливудский музей восковых фигур. В 1976 году его использовали для съемок в телешоу, где его повредили и такие... Нихера себе. Это что, не манекен был? Я, блин, обожаю Дикий Запад. Билл Карлайл ограбил поезд в 1916 году. А из денег, которые ему отдали, он взял мелочь и раздал охраннику и женщине за хлопоты. А, забыл сказать. У него все это время в руке был игрушечный пистолет. Да и вообще, во время ограблений убивали очень мало. Более того, почти никогда не трогали безоружных и женщин. И, разумеется, бывало уходили ни с чем, и в 90% случаев в итоге оказывались или убиты, или в тюрьме. Разумеется, удачные операции тоже были. Воровали очень много, и это, наверное, одна из вещей, которая криво, но, в общем-то, верно портирована на экраны наших телевизоров. Я бы лучше посмотрел фильм, где была бы долгая подготовка, а потом фееричный провал, как это часто случалось. Давайте поговорим о перестрелках. На Диком Западе было полно легендарных людей. Баффало Билл, Билли Кид, Дикий Билл Хикок. Все они были великолепными стрелками, убивали сотнями. Только вот нет.
Все эти рассказы они выдумывали сами или им помогала пресса. Про это мало где говорят, поэтому мы всегда считали, что перестрелки Дикого Запада — это массовые убийства под веселенький аккомпанемент. Ну, в этом есть своя правда. Глупо отрицать, что много у кого был револьвер. А вот такие вот фотографии популяризируют идею о том, что все носили их вот так вот. Люди не задумываются, что это постановочные фотографии, и люди просто хотели показать свой ствол, так сказать. Реальность же обстоит немного по-другому. Много по-другому. Вообще нахрен не так все было. Да, вне города, в путешествия, люди наверняка брали с собой ствол, чтобы, если что, можно было его достать и применить. От бандитов, например, даже винтовки брали. Но в городах было нормой на въезде увидеть табличку «Оставьте свое оружие в полицейском участке». Очень дикий, очень запад. Я серьезно, оружие нужно было сдать, иначе вас ждало наказание. Стоять. Стоять! Шериф, иди в жопу. Это штраф. Эй! Кто отпустил верблюда? Разумеется, бывало такое, что это не останавливало людей, и перестрелки все-таки случались. Военные разборки мы не считаем. Был такой кровавый Билл, военачальник, который мог с отрядом прийти в поселение и убить 100 человек. Это не шутка. И вообще какой-то поехавший был. Скальпы людям снимал и вешал их на лошадь. Псих. Но я не об этом. В фильмах нам показывают именно стрельбу в салуне или на улице из-за проигрыша в карты, из-за личной ссоры и так далее. Ну, давайте разберемся. За 60 лет на Старом Западе было около 500 задокументированных перестрелок. Точных данных никто не скажет. Да, это очень много. И получается, нам показывали правду. Но большая половина из них с минимальными жертвами или вообще без них. Также я могу показать вам парочку самых известных. Самая цитируемая перестрелка произошла у скотного двора Окей. Куча фильмов, сериалов показывали это противостояние служителей закона против преступников. Сейчас будет мясо. Можете посмотреть, как ее изображают в фильмах. Как бы это не было смешно, но в реальной жизни перестрелка шла 30 секунд. В итоге погибло 3 человека. Самая известная перестрелка на Диком Западе. Уоу! Как бы ожидание и реальность. Девять человек стреляли друг в друга почти в упор. 3 человека погибли. Один из выживших подал в суд на служителей закона. Что за срань? У вас укладывается в голове тот факт, что человек пришел на разборки, смог не умереть и подал в суд на тех, кто тоже пришел на разборки. Вторая по эпичности ситуация называется перестрелка Фриско. Короче, по городу шел пьяный ковбой и стрелял в воздух. Так нельзя было делать. Но адвокат по имени Эльфиго Бака наказал его по закону. Его друзьям это не понравилось, и они выследили адвоката и начали стрелять. Но он спрятался в доме. А теперь просто представьте развитие событий. Ковбоев было от 40 до 80 человек. Запомнили? Адвокат был один. Перестрелка шла где-то 33 часа. В доме обнаружили больше 400 пулевых отверстий. И они просто ушли, когда у них закончились боеприпасы. Они ни разу не попали по адвокату. Зато адвокат убил 4 ковбоев. Чего вы ждете? Что я скажу, что эта история выдумка? Я так не скажу. Я сам охренел, что такая ситуация в принципе существовала в мире. Ему даже памятник поставили. А вот как выглядела ситуация, которая называется «4 убитых за 5 секунд». Ну, вы можете только догадываться, сколько же шла эта перестрелка.
В общем-то, почти все перестрелки были такими, но, конечно, с исключениями. Подсчитывать смерти в городах Дикого Запада очень сложно. Ни у одного историка нет точного понимания, как много погибло от убийств. Часто ученые говорят, что 45 человек вообще убили за 15 лет в 5 выбранных городах. Тут нужно определиться с понятием «много». Показатель уровня преднамеренных убийств считается как количество убийств в год на 100 тысяч населения. Убийство одного человека при населении в 1000 – это уже много по такой схеме. Это как сейчас очень много человек убить. И вот от этого сравнения и появился миф, что там, грубо говоря, каждый день трупы на улицах складывали. Пусть хоть кого-нибудь застрелят. Я ради этого с работы свалил. И это, дорогие граждане, наш учитель литературы. Но в реале могла быть перестрелка, где погибло 20 человек. И после этого 2 года вообще никто не пукнет на улице. Например, в достаточно жестком городе за 1869 и 70 года вообще ни одного убийства не было. В другом небольшом городе за 5 лет застрелили 31 человека. За 5 лет! И это вызвало невероятный резонанс, и этот город считался городом убийц или типа того. Раз на раз не приходится. Офицер Джон Фритц Генри за 50 лет службы вообще ни в кого не стрелял. Так что для начала нам нужно понять, можно ли по такой маленькой выборке решить, можно ли сравнивать то время, когда в городах было несколько тысяч человек и люди умирали от любого ранения, и наше время с прокачанной медициной. Сложный вопрос, который историки пока не могут решить. Но ясно одно. Все, что нам показывали в фильмах про ковбоев, преувеличено в разы. Что у нас тут? Он умер. От скуки. Он даже не успел нажраться. Да. Здесь ужасно скучно. Вы до сих пор думаете, что Запад дикий, потому что там, грубо говоря, раз в год перестрелка была? Дикий Запад называют жестоким, потому что правительство было жестоким. Вам показывают то, что тогда было вечное противостояние коренных поселенцев и ковбоев, только дела обстояли по-другому. В середине 19 века они чаще торговали друг с другом, потому что это было выгодно. Да, были случаи нападения индейцев на мирные дилижансы, но за 20 лет погибло около 350 человек. Также, конечно, были сумасшедшие военные, которые нападали на безобидные индейские поселки, где белые флаги висели и которые получили гарантию безопасности от правительства. Психи. Но, в общем, везде есть исключения. Но в 1871 году власти США решили, что больше не будет никаких переговоров, что индейцы должны подчиниться и жить в резервациях. Ну, начались войны и реальный геноцид коренных народов. Армия США полностью истребила бизонов, потому что это основной хлеб индейцев. Так что выбора особо не оставалось. Короче, полный бред и реальная дикость. Теперь вы поняли, что вы ничего не знали о ковбоях. Более того, ковбои — это не что-то оригинальное, а лишь копирка. У Испании были свои ковбои, их называли вакерос. И они были задолго до того, как появились американские. Ну как появились? Испания начала колонизировать Америку, и вот так вот они и появились. Их чапсы, седла, шляпы — все пошло от вакерос. Вы посмотрите на эту фотографию, подумайте, что это американские ковбои, а это на самом деле аргентинские гаучо, которые тоже появились раньше. Но почему именно ковбои стали чем-то легендарным для кинематографа, мне не понять. Хотя я понимаю, что американская поп-культура сделала значительный вклад. Вот, например, в 1917 году была опубликована история про некого ковбоя Пекаса Билла. Вы заметили, что почти всех на Диком Западе звали Билл? Это было олицетворение всех легенд и всех достижений ковбоев. Про него начали писать рассказы, показывать анимацию на телевидении. Но, разумеется, это оказался всего лишь фольклор. Кстати, я так понял, дядюшка Пекас из Тома и Джерри являлся некой реинкарнацией Пекаса Билла. Ну это так, наблюдение. И что мы выяснили? Интернациональные пастухи время от времени кое-как стреляли, взрывали свои деньги, нелепо умирали и иногда даже удачно получалось ограбить поезд или банк. Попробуй ограбить это, сосунок.
Мой Рокетбанк настолько хорош, что я буду стрелять фактами прямо тебе в мозг. Эта карта бесплатная, и у нее нет платы за обслуживание вообще. У нас каждый цент на счету. В конце каждого месяца вам выплатят 5,5% годовых в рублях, исходя из вашего остатка на счету. Просто золотая лихорадка. Снимай деньги бесплатно во всех банкоматах во всех странах мира. И, разумеется, все вопросы быстро и удобно решаются в приложении. Самый быстрый банк на Диком Западе. Озвучка операций в приложении уже родными голосами. Нужно больше золота. Даже Рик и Морти есть. Я засек очень странную аномалию. Поступление денег на твою карту. Игровой кэшбэк. Хочешь купить Red Dead Redemption 2? Получай кэшбэк 10%. Хочешь купить что-то в Steam, например? 7%. Черт, у меня закончились патроны. Но мне все еще есть что сказать. Кэшбэк совершенно с каждой нахрен покупки. Оформляйте карту по моей ссылке и получите 500 Рокет рублей. Я все.